Привет, друзья! В этом видео поговорим о конверсиях в Google Ads. Конверсии – это то, что дает вам понимание, что именно вам принесла реклама. Согласитесь, показы – это хорошо, клики по рекламе – это тоже хорошо. Но деньги в ваш бизнес приносят отнюдь не показы рекламы и не клики по рекламе. Деньги в ваш бизнес приносят клиенты, которые делают заказы на вашем сайте, приносят люди, которые совершают на вашем сайте какие-то целевые действия. Вот эти действия и называются в Google Ads конверсиями. То есть конверсия – это какое-то целевое действие на сайте. Благодаря конверсиям мы с вами можем посмотреть в разрезе ключевых слов, например, какие конкретно поисковые запросы, ключевые слова приносили нам людей, которые покупают что-то. Если у вас вот этого столбца конверсии нету, то вы всегда можете нажать на столбцы, изменить столбцы конверсии и поставить вот тут галочку. И вы можете видеть в разрезе ключевых слов, в разрезе поисковых запросов, вы можете видеть в разрезе аудитории, пола, возраста людей. Вот, например, какого возраста люди совершали покупки, сколько было конверсий каждой возрастной группы. Вы можете видеть в разрезе местоположения, из каких городов люди совершали конверсии, из каких городов обходится дороже конверсии, из каких городов дешевле конверсия. Вся эта информация помогает вам шаг за шагом улучшать вашу рекламу и делать ее более эффективной. Кстати, о том, как сделать рекламу еще более эффективной, я рассказываю на вебинаре бесплатно прямо под этим видео. Так вот, возникает очень логичный вопрос. А как сделать так, чтобы вы могли видеть в своем аккаунте, сколько конверсий, не просто сколько кликов совершили люди из Киева, Днепра или Одессы, не просто сколько кликов кликнули людей по вашему ключевому слову или вашему поисковому запросу, а сколько людей реально на вашем сайте оформили заказ, заполнили форму, внесли предоплату, сделали какие-то целевые действия. И мы сейчас с вами в этом разберемся. Нам с вами нужно пойти в раздел «Инструменты и настройки конверсий». После этого вы попадаете вот в такое меню. Сразу оговорюсь. Вы можете настроить конверсии несколькими способами. Существует вариантов масса. Можно через Google Analytics это делать. Я всегда рекомендую делать это максимально простым способом через Google Ads. Я сейчас этот способ покажу. Итак, вы нажимаете «Создать действие конверсии». Нажимаете вот эту синюю кнопочку. Нажимаете «Веб-сайт». Вводите адрес вашего сайта. В моем случае вот такой вот адрес. Нажимаете «Сканировать». Дожидайтесь, пока Google посмотрит, какие рекомендуемые действия конверсии он может предложить для вашего сайта. Это может занять какое-то время. После того, как Google посмотрел, он обычно говорит что-то примерно, что я не смог найти. И мы нажимаем «Добавить действие конверсии вручную». Выбирайте тип действия конверсии. Он особо не влияет на производительность, на какие-то результаты, это просто для вас. То есть, если действие конверсия будет покупка у вас чего-то, то покупка, регистрация, контакт, например, регистрация. Человек зарегистрировался на вашем сайте. Или пусть, например, отправка формы для потенциальных клиентов. Этот человек нажал, ввел свой email, телефон, то есть оставил заявку у вас на сайте, например. Название конверсии пишем. Заявка. Далее нас просят указать, нужно ли оценивать как-то эту конверсию, то есть какую-то денежную ценность, например, $5 за каждого совершившего конверсию. Скажу вам так, до тех пор, пока вы не знаете абсолютно точно, какой у вас средняя прибыль на заявку. Что означает средняя прибыль на заявку? Например, у вас оставили 10 заявок, и вы точно знаете, что из них 2 выстрелят. И вы точно знаете, что по этим 2 средний чек будет $5000. Соответственно, вы знаете, что у вас стабильно 2 заявки из 10 и по $5000. То есть из 10 вы получаете из 10 заявок вы получаете 2 оплаты по 5, это $10 000. Значит, 10 заявок приносит вам $10 000, значит, одна заявка в среднем $1000 приносит.
Пока вы такой математики не знаете, то я рекомендую выбирать не назначать ценность этому действию конверсии. А скорее всего, вы не знаете пока что этой математики. Кстати, если вы хотите знать о вот таких вот настройках, которые помогают делать рекламу еще лучше, я рекомендую подписаться на мой канал, потому что я постоянно рассказываю о фишках, секретах, лайфхаках, которые позволяют выводить вашу рекламу на новый уровень. Тут я рекомендую ничего не менять, потому что эти настройки, они в принципе оптимально выбраны Гуглом. И после этого вы нажимаете «Готово» и нажимаете «Сохранить и продолжить». Дальше в списке я нахожу, вот она моя конверсия, заявка, которую я только что создал. И нажимаю «Настройка тега». У меня есть 3 варианта настройки тега. Первый вариант — это самостоятельно установить тег. Это для тех, кто хочет покопаться в коде и у кого-то есть какие-то очень специфические настройки. В 98% случаев я рекомендую использовать Google Tag Manager. Абсолютно любой разработчик сайтов знаком с тем, как работает Google Tag Manager. Вам всего лишь навсего нужно зайти и добавить в Google Tag Manager 2 настройки. Настройка первая. Вам нужно зайти в Google Tag Manager в раздел «Триггеры», нажать «Создать новый триггер», назвать его «Спасибо», страница «Спасибо», выбрать «Просмотр страницы», Page View, некоторые просмотры страницы, клик URL содержит, и тут указываете ту часть адреса, то есть человек, когда заполняет у вас на сайте форму, он наверняка попадает на страничку «Спасибо». Вот, например, вот мой вебинар, человек заполняет свой email и попадает на вот такую страничку «Спасибо». Вот в моем случае наличие контент это содержит содержание вот таких символов в моем URL и означает достижение конверсии. Я нажимаю «Сохранить». Это первое действие. Второе действие. Я иду в теги. В тегах нажимаю New, новый. Выбираю созданный мной только что триггер. Вот он у меня в списке. Спасибо, только что созданный триггер. И выбираем тип тега Google Ads Conversion Tracking. Отслеживание конверсии Google Ads. И заполняем 2 поля. Первое поле. Идентификатор конверсии. Копируем. Conversion ID. Вставляем. Второе поле. Ярлык конверсии. Копируем. Вставляем. Все. Сохраняем. Подтверждаем. Отправляем наш контейнер. После этого мы сможем видеть конверсии, которые приходят к нам на сайт в разрезе ключевых слов аудитории. Абсолютно прозрачно знать, какие конкретно, откуда к нам приходят, для чего это важно знать. Потому что в этом заключается секрет оптимизации рекламы. Зная, какие ключевые слова приносят покупатели, вы больше на них ориентируетесь. Зная, какие ключевые слова не приносят покупатели, а только клики, вы их отключаете. Шаг за шагом ваша реклама становится лучше и лучше. Если вы хотите знать все секреты Google Ads, если вы хотите знать, как делать экстремально круто работающую рекламу, прямо под этим видео есть ссылка на мастер-класс, который называется «3 секрета работы в Google Ads». На этом мастер-классе я даю максимум информации, как нужно мыслить для того, чтобы Google реклама приносила вам максимум денег, максимум прибыли. Сразу же после регистрации на этот мастер-класс я даю крутой бонус, мою шпаргалку по настройке Google Ads. Она выглядит вот так вот, эта шпаргалка. В ней я рассказываю самые важные нюансы, которые должен знать каждый рекламодатель, прежде чем запускать рекламу. Я делаю разбор интерфейса, все очень подробно. Когда вы распечатываете эту шпаргалку, она перед глазами, вам не страшна больше никакая настройка Google рекламы. И что очень круто, в конце этого мастер-класса я дарю всем, кто досмотрел до конца, потому что этот документ требует глубокого понимания принципов, с которыми я делюсь на мастер-классе. И в конце мастер-класса я дарю свой внутренний документ, это руководство по оптимизации сайта под рекламу. Вот так вот этот документ выглядит, где конкретные пошаговые чек-листы, как что нужно исправить для того, чтобы ваш сайт работал максимально круто. Прямо сейчас регистрируйтесь на вебинар по ссылке под этим видео и делайте свою рекламу еще круче, еще эффективнее. Увидимся. Пока.